Чао и добро пожаловать в новый влог. Сегодня я отправляюсь на первую EU Green конференцию в Парму и возьму вас с собой. Будьте готовы зарядиться энергией Erasmus'а и провести очень насыщенные 2 дня выступлений. Между делом мы успели побегать по Парме, конечно же поесть джелато и завести очень много знакомств, потому что нас было больше 120 студентов. Пристегиваемся и поехали! Скоро собираюсь выходить. Нас ожидают следующие 18 часов. 5 поездов. Поезд в течение ночи, сидячий. Такого ни разу не было в моей жизни. Я ожидаю, что в 28 лет на следующий день у меня отвалится спина. Мои предсказания были абсолютно верными. Самая ужасная часть – это была ночная поездка в сидячем поезде между Штендалем из Германии и Берном, Швейцарии. Я никогда не путешествовала таким образом, но теперь даже мои внуки услышат об этой поездке. За эти 7 часов я поспала максимум 3, и 0 из них были в комфорте. К моему большому удивлению, даже с маленькими опозданиями почти всех поездов мы нигде не застряли и доехали почти вовремя. Мы доехали! Радости моего нет предела. Ля-ля-ля, мы доехали. Вот так примерно я выгляжу на 18-й час путешествия. Мы оставили наши чемоданы в отеле, который даже нам не принадлежит. И так как все хотят поучаствовать на туре по городу, мы пришли здесь на главную площадь. Но мы ужасно голодные, и наша основная цель в жизни — это заполучить хотя бы какую-то еду. Käseladen. Wonderful. Так что теперь мы в поиске еды, которую можно быстренько взять с собой. This one good, another regular. Thank you. Big one. Mission accomplished. At least at some point. Отправляемся сейчас на тур. And here is a fun medieval story. Нам выдали здесь печеньки предсказания. Очень философски. Иногда, чтобы найти человека, достаточно его потерять. Сити-тур, конечно, был, я не могу сказать, что такой хороший, потому что его организовывали студенты, которые, было видно, что они очень стараются, они очень хотели нам рассказать как можно больше об их истории города и вот этих домов, но это была какая-то очень такая сухая информация. Но я все равно им благодарна за старание и возможность посмотреть на Парму с исторической точки зрения. Смотрите, как классно, такая красота. И заканчивается это все дальше еще аркой. Мы хотели поесть вдвоем мороженое, но случайно взяли и увели полгруппы вон там, вон, вместе с собой. Absolutely. You blocked me. И вот таким образом я случайно увела с собой не просто половину группу, а всю группу. Если что, я не виновата. Это все вот это вот прекрасное джелато. Wait. Vegan one? Yes! Wow! So good. Короче, мы так успешно сходили, поели мороженое, что потеряли всю группу. Ну и приняли стратегическое решение, что нам не стоит их искать, потому что нам уже нужно через 20 минут забрать чемоданы из отеля, который на самом деле даже еще и не наш отель. В нашей улице нагрянул праздник. У меня зовут Куричку. Ну что ж, ситуация очень сильно поменялась. Это просто отвратительно, а это ужасно. Изначально я заказала себе спагетти, но я не смогла его есть, потому что на вкус, повторюсь, отвратительно. Нас было в общей сложности 11 человек, и только 2 из них понравилась их еда. Поэтому я ничего не могу сказать категорично плохого, что вся еда плохая, но, по крайней мере, спагетти, которые мы ели, ризотто и все остальное было элитно отвратительно. Наша Одиссея продолжается. Мы пытаемся теперь добраться на автобусе до нашего хостела.
Так как это немного спонтанный влог, и в моменте у меня не было возможности комментировать и рассказывать конкретно, о чем речь, в видео будут вот такие ставки, где я буду дополнительно комментировать и как бы оживлять вот эту историю. Мы уже были знакомы с людьми практически 24 часа, и я честно могу сказать, что мы все настолько разные. То есть у нас есть всего лишь 2 человека, которые из одной страны, то есть это как бы немцы, они из Германии, а все остальные просто из абсолютно всех разных стран, которые только можно представить. И несмотря на это, я удивлена, что мы не убили друг друга, потому что у нас были немножко как бы несогласия в плане именно маршрута, как идти, куда идти, какие автобусы брать, но я, честно сказать, их практически под конец обожала, потому что их чувство юмора просто, мне кажется, мне крайне повезло с этой группой, потому что, может быть, у нас будут реально какие-то недопонимания, но чувство юмора у них абсолютно отменное. Последний марш-бросок, 14 минут пешком. Боже мой, мы идем по какой-то дороге, просто трассе, непонятно где, в каких-то камышах. И наш отель все еще не виден. Вы смотрите, мы еще сейчас пойдем под мостом. What is this? Like we are going under a bridge. Oh my fuck. Yeah, wonderful. Ну мы, конечно, тоже не по тротуару идем, но блин. Ну блин. Что это вообще такое? Если нас здесь случайно переедет, то это, как говорится, мы заслужили этого всего. О, господи, наконец-то. Спустя, ну, как выяснилось, реально 14 минут ходьбы мы дошли. Самое лучшее, что может быть после такого. Быстро покажу вам наши хоромы, пока моя соседка Лоррейн вышла. Во-первых, конечно же, 2 кровати. На больше нас не разместили. У нас есть элитнейший телефон. Посмотрите, какие картинные изделия. Очень у нас тут стильно, модно, молодежно. Есть телевизор, смотрите. Вот сюда можно даже положить чемоданчик. Правда, один. Что меня приятно удивило, у нас здесь есть кофе и чай. Конечно, здесь зеркало, так что я могу посмотреть на себя в очень уставшем варианте. И, кстати, неплохой, я бы даже сказала, шикарный туалет. А у итальянцев все время есть биде. Меня это так радует. Не знаю, зачем оно мне. Я им не пользуюсь, но меня радует. Вот так мы и доехали в Парму за 24 часа, считай. За этим заканчивается, даже я не могу сказать, первый день конференции, потому что конференция начинается только завтра. У меня для этого есть немецкий флаг, который мне выдал, кстати, один из наших немцев. Он взял с собой их 4. Поэтому я, как представитель университета Магдебурга, буду ходить завтра с флагом, и я очень рада, что мы наконец-то сможем надеть наши классные майки, потому что нам выдали вот такие классные маечки с EU Green, понятное дело, это наш как бы лого, это все, основные организаторы. Мне очень нравится такой вот дизайн, что он очень классный. Еще такой смешной момент, нам организуют какие-то различные мероприятия, сегодня у нас как бы welcome event, и вместе с этим караоке. Но самое смешное, что никто из нашей группы, то есть из моего факультета, университета Магдебурга, не идет на караоке, хотя многие собирались. В итоге, когда мы пришли в отель, сейчас уже 21:43, с учетом того, что мы не спали, считай, нормально ночь, уже бодрствуем больше, чем 24 часа, даже самые активные люди в итоге решили не идти на это все. Я считаю, что мы ничего не теряем, я на самом деле и не планировала туда идти, потому что я не люблю такие большие массовые, громкие скопления людей. Исключением, возможно, только являются концерты, но это все равно очень классно, что они нам организовывали сегодня и сити-тур. Там еще и было посещение музеев, которые, к сожалению, мы пропустили, потому что мы приехали поздно. Потом еще караоке. И у нас вообще очень и очень классная адженда на эти дни, которую я тоже буду вам рассказывать и показывать. Доброе утро человека, который только что выспался. Выходим на завтрак. Мне прям интересно, что там сегодня у нас будет. Такое у нас, кстати, красивое лобби здесь. Ага.
вкуснота. Ну, в принципе, как и полагается, как мы ожидали. Континентальный завтрак. Короче, было очень вкусно. Я прям рада, что мы подзаправились. Так что у нас сейчас уже не очень много времени. Мы забираем наши рюкзаки. Народ берет ноутбуки, тоже с собой тогда его возьму. Изначально мне не хотелось его тащить, но коль я дотащила его до Италии, можно потащить его и здесь дальше. И знаете, мне очень вообще приятно. Обычно иногда в новых компаниях особенно я немного стесняюсь снимать вот так вот видео, особенно разговорные видео, когда просто ты снимаешь себя говорящей головой вот с обычной камерой. А здесь, я не знаю, как-то у меня нет такого чувства, и это очень хороший знак. Потом мы совершили наш забег, то есть добежали до автобуса за 15 минут по нашим дорогам и автобанам. А потом автобус наш опоздал, мы в итоге заблудились в парке и пришли практически под конец регистрации. Но мы были, конечно, не единственные, кто пришли вот так вот поздно, поэтому когда мы туда нагрянули, тогда у них только уже происходила основная регистрация. Good morning. We were filmed. Знаете, это была такая рубиловка презентации. Во-первых, сначала, конечно же, было вступительное слово ректора, всяких главных организаторов, главного менеджера того, всего, директора. А потом у нас был еще один кофе-брейк, то есть, в принципе, как бы были между всеми этими выступлениями паузы, и в паузе было столько еды. Во-первых, было очень много студентов, потому что у нас было в общей сложности 200 человек с персоналом. Организация именно вот еды была великолепна. Представляете, вот вы учитесь в университете, и у вас вот такой вид из окна. А с другой стороны, у вас парк, но там, получается, нет проходов, то есть вот этот вот забор идет по всему периметру, и только где-то там есть проход. Как мы об этом знаем, мы как раз там ушли и не смогли сюда вот напрямую пойти. Нас выпустили на ланч-брейк, так что запас каким-то интересным путем мы идем в столовую. Там такое шедевральное меню. Идем подворотнями. Вот представляете, у вас вход в столовую выглядит вот так вот. Как выяснилось, эта очередь в столовую начинается еще практически вот с первого этажа. Мы продолжаем стоять в очереди, теперь уже на входе в столовую. Thank you. On our way to pay. Что бросается в глаза? У них есть микроволновка, а это автомат с водой. Please. Or you can do multiple at the same time. Sparkling. I think you can. She'll press again. Or not. Вау! У нас элитные места. Смотрите, с каким видом из окна. Значит, на барабане лингвини с рыбкой, брокколи, свинина. Нам было разрешено взять один фрукт. У меня мандарин. У друзей, о, слушайте, смотрите, как мы зашли, с яблоко, апельсин. И у них вилки, ножки, ножи продаются в таких вот пакетиках. А мы на конференции зеленых. Боже мой, они только идут на обед. У нас время уже 13:52. Мы отстояли в очереди
и едим сейчас. А эти бедняжки только идут. Когда у нас прошли все эти презентации, у нас был еще один, получается, перерыв на обед, который должен был быть всего лишь на час. Но они не подрасчитали, что столовая у них очень маленькая, у них есть только вот как бы одна маленькая такая очередь. И получается, мы были разделены на две группы, и у нас должно было быть время с 13:30 до 14:00. Но получается, люди из второй группы, они отстояли в этой очереди, и они только после 14:00 подошли и получили свою еду. То есть, если так нехитрую математику сделать, то люди закончили есть на 40 минут позже запланированного времени, и мы начали вообще потом после обеда на час позже. Просто ciao bella Italia. Это просто невероятно. Мы только что пришли из столовой, и посмотрите, здесь все время есть вот такие вот снеки, особенности много сладкого. И не только сладкое, но еще и немного с мясом, вегетарианское, веганское, а также есть где-то еще gluten-free. My name is Tilde, and I'm from Yale University. Потом у нас было еще немножко презентации, были представлены проекты от Promotion Grant, то есть это люди, которые сами придумали проекты и как бы представляли нам, они тоже были сделаны довольно интересно. У нас закончилась самая такая презентативная часть, и теперь мы расходимся по комнатам. Я, как вы видите, единственная пришла, пока занесла свои вещи, здесь мы будем что-то обсуждать. Обсуждать уже мы будем конкретно на нашей панел. Я могу вам показать постеры на нашей панели. У нас их целых 3. Во-первых, здесь указана цель, основные идеи, которые мы обсуждали на встречах до этого. Закончился день нашей сидячей работы. По сути, конечно, сегодня мы просто слушали. Немножко поговорили как раз в нашей панели, но, честно сказать, наш разговор не привел ни к чему, потому что как будто кто-то кого-то не понимал, и были какие-то такие предложения, которые было бы невозможно сделать в реальности, в реалиях именно Европы. Но как будто мы ходили по кругу, и в итоге потратили просто практически 50 минут на какое-то пустое обсуждение. И у меня уже болит, честно сказать, спина и попа от того, что мы сидели все это время. И обидно, что мы ни к чему, в конце концов, не пришли. Сейчас у нас самая главная бизнес-адженда, так сказать. Я называю это very urgent business. Мы идем есть джелато. На этот раз всей большой командой. То есть не только наши студенты и участники, но и наши менторы. Здесь был какой-то бешеный трафик, но я хотела вам показать, что идешь, вот так вот идешь, бумс, и здесь красивый такой, даже не сказать кафедральный собор, но какое-то очень красивое здание. Смотрите на нашу группу, это просто впервые, что мы все вместе собрались. Манго и горький шоколад. Поддерживаем традиции. Вы посмотрите, какую красоту мы здесь нашли. Это какая-то инсталляция. Мы сначала подумали, что это книги. Красота. И, конечно же, я не единственный человек, который решил сделать фоточки. Итак, мы достигли нашей цели, а именно, посмотрите, какое у нас фэнси место, где у нас будет ужин, практически по ощущениям похоже на званый. Слушайте, но мое заявление про званый ужин, оно, кажется, подтверждается с каждой минутой. Вы посмотрите, у нас здесь даже есть портретная галерея, то есть чем вам не званый ужин? Мы, конечно, на него вообще не подходяще одеты. Это подтверждает все мои теории. Для контекста, чтобы вы понимали, нам сказали, что нам просто организуют ужин, и мы должны прийти на такой-то, такой-то адрес. А в итоге у нас была экскурсия по одному из самых старых театров Пармы, где мы потом еще и ужинали. Там сейчас находится школа, и мама мия, как я офигела от всего этого. У нас был экскурсовод, и, как вы видите, за нами еще ходил фотограф и делал фоточки. This is a dinner hall. Wow! Wow! Вы посмотрите, у нас есть целая команда поваров. И наш зал на самом деле огроменный. Но тут должно быть 200 человек. В принципе, так приятненько. У-ху!
И выглядит очень грустно. Всем доброе утро. Мы уже позавтракали и выдвигаемся на второй день конференции. Нам сегодня нужно прийти даже еще пораньше, потому что регистрация официально до 8:30. И я успела сегодня пойти с группой, потому что вчера мы бежали одни. Такая солнечная красота, но она обманчива, потому что на улице всего лишь 5 градусов. Приехали вовремя, прям ровно в 8:30, хотя регистрация типа только до 8:30, но у нас все равно есть время. О, смотрите, даже моя комната еще не открыта, то есть я иду буквально открываю, да, отлично. Все закрыто. Пойду тогда пить кофе. Ну, для 8:30 заявление, что регистрация заканчивается только 8:30. Здесь очень мало народу. У меня такие ощущения, что сегодня нас ожидает аттракцион щедрости пармской ветчины. Ну или, в принципе, какой-то нарезки. Мы были на наших основных панелях и готовились к презентации, которые сегодня мы будем презентовать. Изначально было рассчитано на каждую панель 20 минут, но как бы мы все понимаем, что 20 минут это перебор, потому что у нас не так много идей. В общем, такая структура была разработана. У нас есть, конечно, проблемы, есть варианты решения, и было выбрано 3 человека, которые будут представлять это, плюс 2 организатора именно нашей панели. И, в принципе, я не могу сказать, что это так плохие идеи, но идеи, по сути, очень тривиальные, и мы могли бы уже их разработать заранее, а презентация будет сделана вот в следующий час, в перерыве на ланч, который у нас уже начнется через 15 минут. И я здесь вообще нахожусь в каком-то холле. Я так подозреваю, мы здесь можем рассеться на обед, потому что здесь еще есть выход вот так вот на балкон, то есть там вот внизу место, где мы сидели. Честно, я поняла, что весь этот кампус, который вот снаружи, напоминает мне больше тюрьму по планировке, потому что ты выходишь, и ты вот так вот весь окружен зданиями. Возвращаясь к тому, насколько хорошо и качественно у нас была проделана работа, честно, я могу сказать, что я считаю, что у нас очень простые идеи, которые, по сути, они не на таком уровне конференции, потому что когда у тебя проходит конференция, мне кажется, нужно уже практически придумать не то, что идею, как это решить, а составить практически пошаговый план. У нас пошагового плана нет, есть только идеи. Ну, в принципе, это такой уровень мероприятия, что никто не ожидал от нас прям такой academic work и какого-то определенного ресерча или вообще конкретного плана. Кстати, я была права, посмотреть, это целый окорочок. Нам пришла идея отнести вот этот вот баннер сюда. И, как вы видите, мы спонсируем фотосессию. I'm making a video. Так что у нас здесь уже, как видите, огромная очередь людей, которая стоит на обед. Это все, что мне здесь удалось урвать, пока на сухом пайке. Как вы видите, пармскую ветчину уже разобрали. Туда дальше у нас идет очередь бесконечного масштаба. А вот здесь у нас стол сладостей. 25 maybe. And Единственное, что мне не понравилось, честно я скажу, не было заранее сказано, сколько вообще участников может именно презентовать наши результаты, которые мы достигли за эти несколько встреч. И получается, у нас было решено, что вот есть 3 человека, которые будут высказывать основные пункты, и еще 1 человек, который как бы выскажет какие-то прям точечные такие проблематичные пункты. И я была как бы 5-м человеком, который хотел бы поучаствовать с презентацией, точнее в представлении результатов, и были еще несколько людей, то есть в общей сложности нас там было человек, 5-6. Я не помню точно, кто поднимал за мной руки. И получается, нам было сказано, нет, перед всеми остальными студентами должны стоять только 5 человек, которые будут презентовать это все. Но мы были 2-я панель, и получается, конечно, по очереди перед нами выступала 1-я. И там, во-первых, вышли абсолютно все, то есть сразу.
И они, каждый говорили по буквально одному слову. Это, конечно, ну, не совсем прям хорошая затея в плане того, что это тянулось очень долго, пока не передавали микрофон друг другу, но сама фишка в том, что каждый из них мог что-то сказать, и в общей сложности потом были еще другие панели, где было 6-8 человек, которые рассказывали конкретно про пункты, и мне было немного обидно, во-первых, за себя, потому что у меня было желание поучаствовать и высказаться, хотя, по сути, и выбора как такового не было, то есть это было как бы минутное решение организаторов именно нашей панели. Ну что ж, 18:09, мы официально закончили нашу конференцию. Идем уже здесь по местным красивым подворотням. Значит, план на сегодня у нас пиццерия. Nein, gefilmt. Das ist ja nur Schlimmer. Ich habe mich hier gut versteckt. Ja, mach. О, всем добрый вечер от человека, который только что пришел, вернулся. Вы знаете, что самое приятное? Мы вернулись даже до 10. И время даже не 9:30. У меня есть шанс сегодня лечь спать пораньше. Так что на этом заканчиваются основные 2 дня этой конференции. И завтра, слава богу, нам не придется ехать на 5 поездах, потому что если бы мы обратно ехали на 5 поездах, я не знаю, что со мной случилось, мы летим вечером на самолете, поэтому мы увидимся с вами завтра с утра, когда мы пойдем ходить по Парме. Хотя, честно сказать, у нас нет вообще никаких идей. Во-первых, мы собираемся выспаться, потому что сна в последние несколько дней было минимально. Мы пошли гулять здесь вокруг отеля, хотя мы уже от него далеко ушли, и мы приятно удивлены, точнее, мы вообще очень удивлены, что, оказывается, здесь очень много кроликов, практически весна, потому что расцвели все деревья, и самое приятное, очень много кроликов. Наш такой амбициозный план, как обычно, мы изначально планировали пойти гулять по Парме, но так как у нас у всех чемоданы, мы отказались от этой идеи и гуляем здесь по округе, потому что наш чекаут все равно в 12. Гуляем в округе, здесь какие-то такие обычные, ну, не панельные, конечно, дома, но такие обычные итальянские. Вообще мы в пригороде, считай, Пармы находимся. Это где-то уже практически на окраине, потому что наш отель находится в жопе мира. Нам нужно было каждый день в него ездить по 15 минут на автобусе и потом 15 минут пешком идти. Вы видели, по каким мы ходили трущобам. Точнее, не трущобам, а просто опасным поворотом, потому что там не было практически адекватных пешеходных переходов. Ну, не, как бы, я не жалуюсь. Это все такой experience. Посмотрите. 3, 2, 1. Yeah! Very important choice. We have to choose Parmigiano. Potentially ham. Parma ham. Тут вообще неограниченный выбор. Следующая цель, как обычно, Gelateria. Мы не смогли пройти мимо и собираемся закупиться мороженым. Народ уже здесь стоит. Выглядит fancy. I became a meme and this horrible person sponsors the production of memes. Look at him. But we have to say the best photo is this one. Save the best photos. Zeig mal. Zeig mal. Das hier. That is the best. Что я вам могу сказать? Жизнь прекрасна. А я все еще поедаю пиццу Маргарита. Мы живем лучшую итальянскую жизнь и возвращаемся уже скоро в Германию.